как Ледова и Вдовиченков отметили День любви, семьи и верности. День Петра и Февронии звезды шоу-бизнеса провели в Ярославле, где вот уже не первый год активно отмечают праздник любви, семьи и верности, российский аналог Дня всех влюбленных. Обычно он совпадает с открытием кинофестиваля, который позволяет увидеть на красной дорожке многочисленных гостей из столицы и зарубежья. Uamany.ru побывал в славном городе Золотого Кольца. Праздник любви, семьи и верности, 8 июля, Ярославль. Супружеская пара Елена Ледова и Владимир Вдовиченков также прекрасно отметили День любви, семьи и верности в Ярославле. Они стали ведущими церемонии открытия проходящего там кинособытия, а вечером продемонстрировали прекрасные танцевальные способности на банкете по случаю праздника. Журналисты, конечно, поинтересовались, не занимаются ли они в свободное от съемок время танцами профессионально. Но супруги признались, что их физическая активность ограничивается лишь традиционной зарядкой. Французский актер Сами Насири в последние годы стал желанным гостем в нашей стране. Звезда фильма «Такси» уже объездил чуть ли не половину России, а в День Петра и Февронии побывал в Ярославле и осмотрел многочисленные достопримечательности. Он погулял в историческом центре в компании российского актера Александра Ковтунца, который провел для зарубежного гостя мини-экскурсию. Сами Насири также послушал рык медведя, который раздается каждый час из пасти символа города, и даже изучил устройство русской печи. Восторгом актера не было предела. Однако на этом программа Сами не закончилась, ему вручили паспорт. Нет, он не стал менять гражданство, как могли многие подумать, а получил паспорт туриста, где вклеена его фотография и указаны имя и фамилия. Я уже 6 лет регулярно приезжаю в Россию и практически год живу в Москве. Я думаю, что мне не нужен российский паспорт, потому что я француз. И быть русским для меня не означает иметь российский паспорт. Это состояние души. Как только я начал на постоянной основе жить в России, я просто сделал себе мультивизу с многократной возможностью въезда, чтобы я мог оставаться в России и ездить во Францию, к своей семье. «Если я должен платить налоги, я их плачу во Франции», — ответил Сами на вопрос, не собирается ли он получить российское гражданство. Актер Гоша Куценко в Ярославле устроил внушительную автограф-сессию. Целый час он раздавал автографы и фотографировался с поклонниками. Общение с публикой его настолько вдохновило, что Куценко еще и нашел силы покататься на чертовом колесе в VIP-кабине, а с красной дорожки вообще вел прямую интернет-трансляцию на фоне ликовавших фанатов. И, конечно,
не мог не поделиться новостями с коллегой Олегом Акуличем. Хлынувший во время церемонии открытия ливень, конечно, несколько изменил планы звезд, которые были вынуждены добавить к своим нарядам зонтики. У Ольги Будиной зонта не оказалось, но проблема была решена при помощи девушки-волонтера, которая с большим удовольствием спасла звезду от непогоды и вдобавок попала на светские полосы СМИ. Актриса праздник Петра и Февронии провела в детском доме. Будучи барышней, разбирающейся в стиле и модных тенденциях, вместе со стилистом она устроила сюрприз для одной из выпускниц этого учреждения, которая одна воспитывает 3 детей. Девушку подготовили для прохода по красной дорожке. Заодно Елена рассказала, что страсть к красивой, модной одежде у нее с детства. Мама говорила, что, когда я была маленькой, я уже в детском саду заявляла: «Так, я в этом вчера ходила, сегодня не пойду». Мы также переживали, когда ждали, что в школе надо будет носить школьную форму. И когда ее отменили, я опять говорила: «Нет, нет, мне надо что-то новенькое», — поведала Захарова. Владимир Вдовиченков, Елена Захарова, Елена Ледова, День любви, семьи и верности, сами на Сирии.